Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень простые, но при этом очень красивые и эффектные слитки. Данные слитки в мастер-классе я сейчас буду вязать на размер ноги 38-39. Но обязательно перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания этих слитков, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги. А эти слитки в мастер-классе я сейчас буду вязать из толстой пряжи Alize Superlana Maxi. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров. Данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин «Мир вышивки». Ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылку на данный интернет-магазин, поэтому обязательно загляните вот в интернет-магазин «Мир вышивки», там для себя вы найдете много интересного и полезного. Также интернет-магазин «Мир вышивки» для моих подписчиков предоставляет скидку 10% на первый заказ по промокоду, который сейчас вам подпишу на экране. И вязать эти слитки я сейчас буду на круговых спицах, диаметр 4,5 мм. Длину спиц вы можете использовать 60 или 80 сантиметров. Это оптимальная длина для удобства вязания. Сейчас, смотрите, для того, чтобы связать эти слитки на какой-то определенный размер ноги, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. И, как я сказала, в мастер-классе я буду вязать слитки на размер ноги 38-39. И по таблице мы видим, что 38 размер ноги у нас соответствует 24,5 сантиметров, и 39 размер ноги соответствует 25 сантиметрам. Как я сказала, мы сейчас с вами будем вязать квадрат, то есть ширина должна быть равна высоте. И ширина этого квадрата должна быть, смотрите, размер нашей ноги в сантиметрах плюс к этому числу мы должны прибавить где-то примерно 1-2 сантиметра. То есть, смотрите, я сейчас буду вязать вот этот квадрат шириной 26 сантиметров. То есть получается к 39 размеру ноги, который у нас соответствует 25 сантиметрам, я прибавила 1 сантиметр. И если к 38 размеру ноги, получается, я прибавила 1,5 сантиметра. И поэтому смотрите, вот я измеряю мой квадрат. И ширина моего квадрата сейчас равна вот ровно, получается, 26 сантиметров. И высота вот в ровном не растянутом виде. Но здесь мне еще нужно будет закрыть петли. И высота у меня сейчас вот получается, смотрите, также ровно 26 сантиметров. То есть получается, вяжем квадрат, сшиваем. И вот такую вот красоту с вами получаем. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметром 4,5 мм я сейчас наберу 36 петель. То есть для того, чтобы получить нужную мне ширину на спице, вот как я сказала, я набрала 36 петель. И теперь мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее все петли я сейчас буду провязывать лицевыми до конца этого ряда. На протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей. И это мы с вами сейчас провязали первый лицевой ряд.
Далее вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны также сейчас первую кромочную петлю я просто снимаю. И далее все остальные петли в изнаночном ряду я также сейчас буду провязывать лицевыми, так как мы сейчас будем вязать участок полотна платочной вязкой, то есть все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать сейчас лицевыми. То есть таким образом, смотрите, провязывая все петли лицевые, я сейчас должна буду провязать 11 рядов. Мы сейчас вместе с вами, напоминаю, вяжем второй ряд. Всего этих рядов я сейчас провяжу 11. Итак, вот я провязала участок полотна. И здесь, как я сказала, от наборного края у меня провязано всего 11 рядов. Смотрите, вот идет мой наборный кончик, и вот эта сторона вязания будет являться лицевой стороной полотна. Поэтому сейчас, провязав 11 ряд, это получается рабочая нить моя расположена вот с этой стороны. И теперь смотрите, если, к примеру, ваша плотность будет отличаться от моей, или вы будете вязать из другой пряжи, то вы должны руководствоваться не количеством вот здесь провязанных рядов, а количеством сантиметров, то есть шириной вот этой вот детали. А ширина этой детали в сантиметрах у нас сейчас равна, вот смотрите, ровно получается 4 сантиметра. После того, как здесь я получила нужную ширину, теперь мы будем вывязывать основной узор. Для этого я подготовила два контрастных цвета пряжи. Здесь для вывязывания основного узора подойдут и любые остатки пряжи. Самое главное, чтобы метраж ваших остатков был такой же, как и вот здесь у пряжи, которой мы сейчас вяжем основное полотно. Поэтому я беру контрастную нить. Начинать я сейчас буду вязать вот как раз таки с оранжевого цвета. Получается, вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону, так как рабочая нить расположена вот с этой стороны. Кончик контрастной нити я вот сейчас просто прикладываю к краю, и мы приступаем к вязанию первого изнаночного ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас сейчас идет смена цвета. И далее в первом изнаночном ряду я сейчас должна провязать вот все петли до конца этого ряда изнаночными. В конце ряда здесь также последнюю кромочную петлю вот я провязываю изнаночной, и вязание я сейчас вот переворачиваю на лицевую сторону. И теперь с лицевой стороны мы приступаем к вязанию второго ряда основного узора. Это у нас идет второй лицевой ряд. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее мы начинаем вывязывать наш узор. Первую петлю после кромочной я сейчас должна провязать изнаночной. Вторую петлю я сейчас должна просто переснять, вот вставляя правую спицу в петлю вот справа налево. Рабочая нить у нас остается перед работой. Две только что провязанных петли и будут являться раппортом нашего узора. Далее вязание мы повторяем. Провязываем одну петлю изнаночную, следующую петлю просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. То есть рабочая нить у нас остается по лицевой стороне. И опять одна петля изнаночная, следующую петлю просто снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Одна петля изнаночная, следующую петлю просто снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Таким образом заканчиваем вязать до конца второй лицевой ряд. В конце ряда я провязываю одну петлю изнаночную, одну петлю просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И это я провязала второй лицевой ряд. Далее вязание я сейчас переворачиваю, получается, на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны приступаем к вязанию третьего изнаночного ряда. Смотрите, нить серого цвета, вот в моем случае, я не обрывала.
И смотрите, для того, чтобы, когда мы приступим к вязанию снова вот нитью серого цвета, и вот здесь у нас не образовалось большой протяжки, эту нить сейчас можно постепенно поднимать вверх. То есть вот идут два кончика от моточка, оранжевая и серая. Теперь я серую нить вот под оранжевую вот таким вот образом накладываю. И эти две нити я перекручиваю, тем самым поднимая серую нить немножечко вверх. То есть вот моя серая ниточка, я ее подняла и просто отложила. Так, и мы сразу, как я сказала, приступаем к вязанию сейчас третьего изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее, после первой переснятой кромочной петли мы должны посмотреть на следующую петельку вот по лицевой стороне. И это идет как раз таки та петля, которую мы просто переснимали вот во втором лицевом ряду. Сейчас эту петлю в третьем изнаночном ряду я должна провязать лицевой. Следующую петлю по порядку, вот она у нас идет, я должна сейчас провязать изнаночной. И дальше опять идет та петля, которую в предыдущем ряду мы просто переснимали. Эту петлю я сейчас по порядку провязываю лицевой, а следующую петлю я провязываю изнаночной. То есть в третьем ряду мы сейчас будем провязывать с вами одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную и опять лицевая, изнаночная. Здесь самое главное, нужно правильно начать наше вязание. То есть обязательно мы запоминаем, что вот та петля, вот где у нас идет протяжка по лицевой стороне, ее мы провязываем всегда лицевой в третьем изнаночном ряду, а следующую петлю я провязываю изнаночной. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная, лицевая и петля изнаночная. Таким образом довязываем до конца третий изнаночный ряд. В конце ряда я провязала лицевую петлю, изнаночную петлю и последнюю кромочную петлю я также провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю сейчас я на лицевую сторону. То есть мы с вами сейчас закончили вязать третий изнаночный ряд. Далее с лицевой стороны приступаем к вязанию четвертого лицевого ряда. Первую кромочную петлю я просто сейчас снимаю. И далее в четвертом лицевом ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать лицевыми. Лицевые петли я провязываю за правую стенку каждой из петли. То есть у этой изнаночной петли правая стенка, вот она у меня расположена перед работой. Поэтому я ее провязываю лицевой петлей за переднюю стенку, так, чтобы эта петля лежала ровно и не была скрещенной. А у следующей лицевой петли, в моем случае, правая стенка расположена за работой, поэтому эту петлю я провязываю лицевой петлей за заднюю правую стенку. То есть вот лицевая, лицевая, лицевая петелька, лицевая. Таким образом заканчиваем вязать до конца четвертый лицевой ряд, провязывая все петли лицевые. И вот мы с вами сейчас провязали четвертый лицевой ряд до конца. 4 провязанных ряда и будут являться вот раппортом нашего вот этого узора в высоту. То есть, смотрите, далее мы вязание наше переворачиваем снова на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны я сейчас буду вывязывать следующую контрастную полосу. Вы сейчас можете, как и я, взять третий контрастный цвет. То есть я сейчас буду использовать нить белого цвета. Прикладываю к краю, никаких закрепляющих узелков я не делаю. И снова первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И теперь эти же 4 ряда, которые мы только что с вами провязали оранжевым цветом, я провяжу белым цветом. То есть сейчас первый изнаночный ряд, и в первом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Второй лицевой ряд, кромочную петлю я просто снимаю, и далее я провязываю одну петлю изнаночную,
Следующую петлю просто переснимаю, не провязывая рабочую нить перед работой. И опять 1 петля изнаночная. Следующую петлю просто переснимаю, не провязывая рабочую нить перед работой. Так мы заканчиваем вязать до конца второй лицевой ряд. Третий изнаночный ряд. Кромочную петлю я просто снимаю. И далее у нас идет та петля, которую в предыдущем ряду мы просто переснимали. Поэтому после кромочной петли эту петлю я сейчас провязываю лицевой, а следующую петлю по порядку я провязываю изнаночной. То есть сейчас в третьем ряду мы вяжем 1 петлю лицевую и 1 петлю изнаночную. 1 петля лицевая и 1 петля изнаночная. Довязываем до конца третий изнаночный ряд. Четвертый лицевой ряд. Кромочную петлю я снимаю, и далее в 4 лицевом ряду я все петли должна провязать лицевыми до конца этого ряда. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. Так как в конце вот 4 ряда белым цветом у меня будет провязана всего лишь 1 полоса, поэтому после того, как я провязала белым цветом 4 ряда, нить белого цвета здесь я могу уже обрезать. И теперь вот здесь сбоку я снова буду провязывать следующую полосу оранжевым цветом. Здесь я сейчас, где я провязывала белым цветом участок, я забыла поднять вот серую ниточку, поэтому это можно будет сделать сейчас. Я сразу 2 нити, серую и оранжевую, поднимаю сейчас. И вот перекрещиваю снова, получается вот таким вот образом. Серую нить и оранжевую. Серую нить вот я откладываю сюда. И первую петлю я сейчас провязываю вот контрастным цветом, то есть оранжевым. И теперь снова приступаем к вязанию, получается, 1 ряда 3-го раппорта. То есть сейчас получается 4 ряда провяжите самостоятельно оранжевым цветом, провязывая вот этот наш основной узор. Итак, вот основным узором я сейчас провязала, получается, 3-ю полосу. И смотрите, если вдруг вы будете вязать из более тонкой пряжи, то здесь вы также ориентируетесь на вот количество сантиметров, который получился у нас провязан этот участок. И здесь в сантиметрах у меня провязано также вот где-то около 4 сантиметров. Поэтому, если необходимо, можете провязать сейчас этим основным узором и какие-то дополнительные полосы контрастным цветом. Нить оранжевого цвета здесь мне также больше не нужна, поэтому кончик я здесь обрезаю. Далее вязание я переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. Сейчас сбоку я поднимаю нить основного вот моего цвета серого. И первую петлю я сейчас провяжу лицевой. Это мы вяжем полотно с изнаночной стороны. И сейчас вот именно здесь, с изнаночной стороны, когда мы снова переходим на вязание серым цветом, вот здесь я сейчас все петли должна буду провязать изнаночными, серым цветом. Итак, изнаночный ряд изнаночными вот петлями я провязала. Далее вязание перевернула на лицевую сторону. И теперь вот начиная с этого лицевого ряда, смотрите, первую кромочную петлю я снимаю. И далее все петли я сейчас буду провязывать лицевыми. Вот и в лицевом, и в изнаночном ряду. Все петли провязываю лицевыми. То есть сейчас заканчиваем вязать до конца, получается лицевой ряд, провязывая все петли лицевые. После того, как я провязала лицевой ряд лицевыми петлями вязания, вот я переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны также первую кромочную петлю я просто снимаю, и теперь в изнаночном ряду на протяжении вот вязания дальше основного нашего полотна я все петли буду провязывать лицевыми, так как дальше мы будем вязать участок платочной вязкой. То есть сейчас, смотрите, таким образом мы дальше продолжаем вязать всю высоту нашей детали. Как я сказала, все петли мы вяжем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. И теперь, смотрите,
Вот эта высота, как я вам и говорила в начале видео, вот, которую мы сейчас будем вывязывать, она должна быть равна вот этой нашей ширине. Поэтому сейчас я за кадром провяжу нужную высоту, далее скажу, сколько здесь я провязала именно рядов или платочных дорожек, и измерю мою деталь в сантиметрах, в ширину и в высоту. Итак, вот я связала квадрат, то есть я вывязала вот здесь необходимую мне длину, так что вот ширина моего квадрата равна вот этой длине. То есть здесь мне сейчас осталось только закрыть петли. И смотрите, от вот последней провязанной оранжевой полосы здесь у меня всего провязано 23 платочные дорожки. Но опять же вы ориентируетесь не на количество провязанных вот здесь платочных дорожек, а на количество сантиметров, которое должна получиться вот каждая из вот этих вот деталей. И теперь смотрите, давайте еще один раз это все измерим. Ширина моей детали вот равна ровно 26 сантиметров. Так, высота. Здесь мне еще осталось закрыть край, поэтому я немножечко сюда вот сантиметр прикладываю. И высота у меня также равна вот ровно 26 сантиметрам. Из этих вот 26 сантиметров у меня получается вот этот серый край, как мы с вами и измеряли, получается 4 сантиметра. Здесь у меня также провязано, получается ровно 4 сантиметра. И вот это вот расстояние у меня сейчас равно будет, ну вот где-то около, получается вот 18 сантиметров. Теперь нашу вот эту заготовку я беру лицевой стороной к себе, и теперь мы будем закрывать петли. Петли можно закрывать абсолютно любым удобным вам способом. Я это буду делать следующим образом. Первую петлю я сейчас снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и первую протягиваю и спускаю через провязанную. И опять одну петлю провязала лицевой, петля, которая находилась на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную петлю. При закрытии петель контролируем натяжение петель и нити так, чтобы вот этот наш край, который мы закрываем, не был вот здесь сильно туго перетянут. Поэтому контролируем вот натяжение наших снятых вот этих спущенных петель. Итак, смотрите, вот я закрыла все петли этого края. Теперь петельку последнюю я вынимаю подлиннее, и ниточку здесь я от моточка сейчас обрезаю. Далее в эту нашу петлю вот я вставляю кончик, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно затягиваем. Теперь смотрите, я рекомендую вот нашу эту заготовку, квадрат наш, перевернуть на изнаночную сторону, и все вот эти кончики, которые у нас есть, сейчас взять и спрятать вот по изнаночной стороне самостоятельно, любым удобным для вас способом, после чего нам останется только сшить наши слитки. Итак, вот по изнаночной стороне я сейчас спрятала все кончики, то есть мой квадрат полностью готов. Теперь будем его сшивать. Значит, смотрите, квадрат и для правой, и для левой ноги мы будем вязать абсолютно одинаково. Единственное, смотрите, для одной ноги этот квадрат мы сейчас будем складывать на один угол, а для второй ноги этот квадрат мы будем складывать на второй угол. То есть смотрите, в чем разница. То есть мы берем наш квадрат и складываем вот на этот угол, вот таким вот образом. Так, мы его складываем, и сейчас вот здесь мы будем его сшивать. Значит, если мы его сложили вот так, то эта полоса у нас сейчас получается, вот это мы сложили квадрат, получается для правой ноги, так как эта полоса у нас сейчас получается с правой стороны. Теперь мы берем и наш вот этот квадрат сложим вот на этот противоположный угол, вот таким вот образом. То есть вот наша подошва, мы ее также сейчас будем сшивать.
И эта полоса у нас сейчас получается с левой стороны. То есть данный следок будет идти в этом случае на левую ногу. Здесь, если мы сейчас посмотрим на готовый следок, моя полоса расположена с левой стороны. То есть я сейчас вот этот следок сшивала вот таким образом, держа мою заготовку. Так, соответственно, для второй ноги я сейчас складываю на второй угол мою эту деталь. И вот здесь я сейчас буду прошивать мою подошву. Поэтому я сейчас должна взять нить и одеть эту нить в иголку с большим ушком. Нить я одела в иголку с большим ушком, на конце никаких узелков я делать не буду. И теперь смотрите, мы с вами сейчас будем прошивать. То есть вот это у нас будет идти вот подошва, и вот здесь у нас будет идти вот это задняя часть наших следков. Смотрите, вот эту высоту, то есть высоту задней части вы можете регулировать самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. То есть можно здесь вот этих два края прошить или повыше, или наоборот совсем, скажем так, чтобы эта задняя часть была короткой. Смотрите, я сейчас, если ориентироваться по первому следку, должна после оранжевой полосы прошить 1, 2, 3, 4 платочных дорожки еще. Поэтому смотрите, вот здесь я два края ровно складываю, отсчитываю 4 платочных дорожки. 1, 2, 3, 4. Если в сантиметрах вот эти 4 платочных дорожки, это у нас получается в сантиметрах где-то 11 примерно с половиной сантиметров высота вот этой задней части, которую мы будем сшивать. И здесь мы просто ровно складываем ровно два края, выравниваем вот здесь ровно по центру, и вот идет соответственно напротив два края полотна ровненько. Так, теперь единственное, смотрите, вот я выровняла этих два края, то есть вот наши две кромочные петли. Я сейчас первый раз вот иголку вставлю как бы с изнаночной стороны, чтобы вот этот кончик у нас остался по изнаночной стороне. Так, вынимаю рабочую нить не до конца, кончик просто кладу вовнутрь, в конце мы его спрячем. И теперь смотрите, прошивать два края полотна я буду по кромочным петлям, вставляя иголку в кромочные петли, значит, со стороны, которая ближе ко мне, к себе, а со стороны, которая дальше от меня, от себя. То есть вот к себе сначала вставляю иголку, а затем на противоположном вот этом краю от себя за кромочные петли. Таким образом мы сейчас прошьем вот этот задний шов. После того, как я прошила вот этот участок, то есть два края полотна между собой, мы сразу будем приступать к сшиванию нашей подошвы. Сшивать подошву я сейчас буду также закромочные петли точно таким же образом, как и вот этот наш шов. И сшивать я сейчас буду, смотрите, до вот этой вот границы. То есть вот я сейчас прошью вот этот вот участок полотна. Опять же, смотрите, если в сантиметрах общая длина у нас сейчас равна 26 сантиметров, соответственно, вот здесь до края я сейчас вот ровно не дошью, получается 8 сантиметров, то есть 4 и 4 сантиметра, 8. Итак, смотрите, вот я прошила вот этот участок подошвы до, получается, оранжевой полосы. Далее я беру, вот моя рабочая нить расположена с иголочкой, вот ровно сюда в центр нашего уголка вставляю иголку, и вот таким образом сейчас это затягиваю. Теперь я должна прошить вот эти стороны треугольника между собой, также по лицевой стороне, также закромочные петли. Сначала вот этих два края треугольника я прошью между собой. То есть вот этих два края я прошила. Теперь смотрите, чтобы нить не обрывать, я вот сюда вдоль этого шва иголку с ниткой вывожу ровно в центр, то есть вот вдоль шва маленькими такими протяжками, так. И теперь точно так же прошью вот эти два края
полотна между собой. После того, как я прошила вот этих два края полотна, я беру иголку, вывожу в изнаночную сторону. Далее наши слитки я сейчас также должна вывернуть, получается, на изнаночную сторону. И теперь вот по изнаночной стороне мы должны спрятать, получается, два кончика. Кончик вот от конца нашего шва и вот этот кончик, где мы начинали сшивать наши слитки. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали все кончики, наши следочки полностью готовы. То есть вот я взяла далее и наш уголок просто вот таким вот образом отвернула. При желании можно край здесь подшить и при желании вот здесь этот манжет чем-то украсить, каким-то декором в виде пуговиц, помпонов, брошек и так далее. Друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться, до новых встреч и всем пока-пока!